В октябре 1813 года Наполеон потерпел самое тяжелое поражение в истории – под Лейпцигом в битве народов. Оставшиеся в живых французские войска, истощенные, больные и деморализованные, отступили к реке Рейн и приготовились защищать Францию от вторжения. Но в ноябре войска 6-й коалиции приостановили наступление, и австрийский министр иностранных дел Меттерних предложил мирные условия. Франкфуртские предложения позволили бы Наполеону сохранить свой трон, если бы Франция вернулась к своим так называемым естественным границам. Это было лучшее предложение, которое мог получить Наполеон теперь, когда ситуация для него казалась патовой. Все великие державы Европы объединились против него. И тем не менее, он не принял условия. Он просто согласился возобновить переговоры. Союзникам и многим во Франции это доказало, что Наполеон непреклонен в своих принципах. Война продолжилась. И к январю 1814 года положение Наполеона стало еще хуже. Многие из его осажденных гарнизонов на Востоке были вынуждены сдаться. Маршал Даву с 34 тысячами человек в Гамбурге оказался в осаде. Дания, одна из последних союзников Франции, была захвачена шведской армией Бернадотта и вынуждена присоединиться к коалиции. Французские войска эвакуировались из Голландии, которая восстановила свою независимость после почти 20 лет французского контроля. В Италии армия Эжена столкнулась с новым врагом – Иоахимом Мюратом, королем Неаполя, который теперь шел на север с 30 тысячами человек, чтобы показать свои союзные намерения, связанные с 6-й коалицией. В Париже Наполеон отреагировал на кризис серией крайних мер. Налоги на имущество удвоились, государственные зарплаты и пенсии приостановлены, 300 тысяч новых рекрутов были призваны. В стране, истощенной уже 20-летней войной. Он приказал освободить папу Пия, находившегося под домашним арестом во Франции в течение последних 5 лет, чтобы попытаться укрепить свою поддержку в Италии. Он даже согласился освободить Фернандо, короля Испании Бурбонов, чтобы тот занял свой трон в обмен на мир между Францией и Испанией, условия, которые Фернандо был не в состоянии выполнить. Но этих уступок было слишком мало, слишком поздно. В январе 2 коалиционные армии переправились через Рейн во Францию. Силезская армия Блюхера и богемская армия Шварценберга. Уступающие по численности французские войска на их пути могли только отступать. 25 января Наполеон в последний раз простился с женой и сыном во дворце Тюильри перед тем, как отправиться на фронт. Он больше никогда их не увидит. Имея всего 70 тысяч человек, складывалось соотношение 4:1. Большинство его солдат были новобранцами, некоторые без формы, многие только учились держать мушкет. Но впервые за многие годы армия Наполеона была настолько мала, что он мог осуществлять прямое командование всеми ее движениями. Результатом станет одна из самых смелых и блестящих кампаний в истории. Мы рады сообщить, что теперь доступно спонсорство на канале «Эпичная история». Теперь каждый может поддержать нашу работу и помочь сделать видео более регулярными. Ваши имена будут увековечены в титрах наших видеороликов. Также у вас появится уникальный значок около никнейма в комментариях под видео. Участники более высокого уровня смогут просматривать новый контент, по крайней мере, за день до его официального релиза, без рекламы, и в конце каждого ролика мы не забудем о вас упомянуть. Мы будем искренне благодарны за вашу поддержку эпичной истории. Вместе мы делаем этот мир лучше.
Битва за Францию вот-вот начнется к востоку от Парижа, в основном в области Шампань. Равнинный регион, разделенный реками Марна и Сена и их притоками. В конце января поля припорошило снегом, а дороги быстро превратились в грязь. Наполеон узнал, что коалиционные армии были широко разбросаны, а часть армии Блюхера находилась недалеко от старого колледжа Наполеона в Бриенне. Император быстро продвигался вперед, надеясь заманить в ловушку и уничтожить части армии Блюхера. Но после тяжелого дня боев, которые стоили обеим сторонам 3000 жертв, Блюхер смог отступить к армии Шварценберга. В тот вечер Наполеона чуть не пронзил атакующий казак. Его спас только точный выстрел генерала Гурго. В то время как Наполеон пытался предсказать передвижение противника, Блюхер с армией Шварценберга предпринял внезапную атаку на Ля-Ротьер. Союзные войска продвигались сквозь вихри снега, чтобы напасть на деревню, упорно удерживаемую молодыми французскими призывниками. Один из них был настолько неопытен, что маршалу Мармону пришлось лично показать ему, как заряжать мушкет во время боя. Ближе к вечеру баварский корпус Вреда обрушился на фланг Наполеона. У императора не было другого выбора, кроме как отступить, потеряв 5000 человек убитыми и 73 орудия, брошенных в густой грязи. Фронтальные атаки союзников означали, что их потери были больше, но объединив свои армии, они впервые победили Наполеона на французской земле. Полагая, что Наполеон теперь отступит к Парижу, союзники решили наступать двумя направлениями, чтобы ослабить давление на коммуникации. Блюхер решил идти северным маршрутом вдоль Марны, Шварценберг вдоль Сены. Однако, снова разделив свои армии, это сыграло Наполеону на руку. После 2 дней реорганизации Наполеон продолжил отступление к Ножану, где узнал, что союзники разделили свои армии. Мало того, они двигались с разной скоростью. Агрессивный Блюхер мчался впереди, а более осторожный Шварценберг отставал. Оставив Удино и Виктора охранять мосты через Сену и задерживать Шварценберга, Наполеон с 30 000 человек мчался на север сквозь грязь и дождь. Силезская армия была растянута на марше, не обращая внимания на опасность, в которой она находилась. Сначала Наполеон напал на русский 9-й корпус генерала Алсуфьева у Шампобера и разгромил его, взяв в плен его командира и 2000 человек. На следующее утро он выступил против войск генерала Остенсакена близ Монмирая. Это были гораздо большие силы, с 2 пехотными и 1 кавалерийским корпусами, и они ожидали поддержки от прусского 1-го корпуса Йорка. Но пруссаки опоздали, и войска Сакена не выдержали натиска французов. В этот отчаянный момент элитная старая гвардия императора больше не сдерживалась, а чаще оказывалась в самой гуще сражений. К концу дня Наполеон нанес еще 3500 потерь, вдвое больше, чем потерял сам, и союзники начали быстро отступать. Наполеон приказал маршалу Макдональду отрезать неприятелю путь к отступлению, захватив мост через Марну в Шато-Тьерри. Однако пруссаки Йорка добрались туда первыми. На следующий день Наполеон мог только разбить их арьергард, так как враг бежал через Марну, разрушив мост позади них. Послав маршала Мартье восстановить мост и продолжить преследование, Наполеон вернулся назад, чтобы присоединиться к Мармону, который был оставлен наблюдать за Блюхером. Наполеон атаковал у Вашама, используя кавалерию генерала Груши, чтобы обойти армию Блюхера, которая вскоре начала стремительно отступать.
Беспощадное французское преследование нанесло прусским и русским войскам 6000 потерь. Наполеон потерял всего 600 человек. Император взял на себя вражескую армию, почти вдвое превосходившую его по численности, и разбил ее 4 раза всего за 6 дней. Блюхер потерял приблизительно 15 000 человек убитыми в бою, и еще 15 000 отстали и дезертировали в небольших сражениях. На данный момент Силезская армия была рассеяна и нейтрализована. Но на юге маршалы Виктор и Удино не смогли помешать богемской армии Шварценберга переправиться через Сену в 3 местах. Австрийские войска находились теперь всего в 64 километрах от Парижа. Оставив Мортимера и Мармона следить за Блюхером, Наполеон помчался на юг. Шварценберг, встревоженный известием о поражении Блюхера и приближении Наполеона, немедленно приказал отступить. Однако было уже слишком поздно для авангарда Витгенштейна, разбитого при Мармане с 2000 потерь. Наполеон послал второй корпус Виктора, чтобы захватить мост в Монтро, но был так взбешен его медленным продвижением, что снял его с командования и отдал корпус генералу Жерару. На следующий день в битве при Монтро французы отбросили союзный вюртембергский корпус назад через реку с 30% потерь. По некоторым сведениям, император сам управлял французской пушкой, как и в Лоди 18 лет назад. Наполеон обратил союзников в бегство. Но как долго это могло продолжаться? Несмотря на то, что боевые действия не останавливались, переговоры между Францией и коалицией возобновились в Шатийон-сюр-Сен 5 февраля. Условия союзников были теперь более суровыми. Возвращение к границам Франции 1791 года, что означало дополнительную потерю Бельгии, унижение, которого Наполеон не мог допустить. Вместо этого он попытался вернуться к франкфуртским предложениям, надеясь выиграть время и расколоть коалицию, военные цели которой колеблились между жесткой линией Британии и более двусмысленной позицией Австрии. Но этой надежде помешал британский министр иностранных дел лорд Каслбри. 1 марта он убедил союзников подписать Шамонский договор. В нем Россия, Пруссия, Австрия и Великобритания согласились вывести 150 000 солдат на поле боя и не вести отдельные переговоры с Францией, в то время как Великобритания предоставила субсидии в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, которые будут разделены между союзниками. Секретные статьи договора определяли общие цели войны, включая будущую независимость германских государств, Швейцарии и Италии, в то время как Испания должна была быть возвращена Бурбонам, а Голландия – Аранскому дому. 4 державы даже договорились, что после победы над Наполеоном они сформируют 20-летний оборонительный союз для поддержания мира в Европе, знак их вновь обретенной преданности друг другу. Раскол коалиции был последней, лучшей надеждой Наполеона на благоприятный мир. И эта надежда исчезла. Тем временем новости со всей страны были безрадостными. Французские города сдавались союзникам без боя. Нанси, Дижон и Макон – все они пали. На юге Веллингтон разбил маршала Сульта при Ортезе, вынудив его отступить к Тулузе. 2 недели спустя, когда британские войска подошли к городу Бордо, он объявил о лояльности французским королям Бурбонов. Сам мэр выехал навстречу англичанам с белой кокардой, знаком верности Бурбонам. Надежда Наполеона на вооруженную нацию, способную противостоять союзникам, не оправдалась. Союзные войска, особенно казаки, часто грабили французское гражданское население, совершая зверства.
Французские крестьяне мстили, когда могли, но не было партизанской войны, которая повторила бы то, с чем французские войска столкнулись в Испании или России. Главным желанием простых французов был мир, практически любой ценой. Говорить о поражении Наполеона в конце февраля было преждевременно. Французский император активно теснил богемскую армию Шварценберга, хотя она была вдвое больше его. Но Шварценберг поспешил укрыться за рекой Об. Наполеон знал, что скоро ему предстоит совершить еще один решающий удар, поэтому снова обратил свое внимание на Блюхера. После неудачной попытки объединить силы со Шварценбергом, Блюхер решил возобновить наступление на Париж, собирая подкрепления по пути, и только слабый корпус Мармона и Мортье мог противостоять ему. Оставив маршала Макдональда командовать на юге, Наполеон отправился на перехват Блюхера, преодолев 96 километров за 3 дня по ужасным дорогам, покрытыми грязью. При приближении Наполеона Блюхер отступил через Марну, сжигая за собой мосты. 24 часа спустя они были восстановлены французскими инженерами, и Наполеон был готов сокрушить Блюхера у реки Эна, отчасти потому, что главный пункт пересечения границы Суассон удерживался франко-польским гарнизоном. Однако после всего лишь одного дня боев командир гарнизона в Суассоне покорно сдался, позволив Блюхеру бежать. Наполеон продолжил преследование через Эну, все еще надеясь отрезать Силезскую армию. Но в Краоне он столкнулся с русскими войсками с сильными оборонительными позициями. Русские сражались упорно. Французы в конце концов вынудили противника отступить, заплатив ценой 6000 жертв, включая многих незаменимых ветеранов из гвардии Наполеона. Император двинулся к Лаону. Но к этому времени Блюхер сосредоточил свои силы, всего 98 тысяч человек, и превосходил Наполеона численностью 2 к 1. Французские атаки были отбиты. В это же время корпус Мармона был застигнут врасплох одним из последних контрнаступлений союзников и был разбит. Наполеону повезло избежать гораздо более тяжелого поражения. Блюхер, обычно агрессивный до безрассудства, был болен, и ему сказали, что армия Наполеона вдвое больше, чем она была на самом деле, что и заставило его действовать с необычной осторожностью. Лаон был тяжелым ударом для Наполеона. 6500 жертв, которых он не мог себе позволить. Неустрашимый, он отступил к Суассону. Через короткое время, реорганизовавшись, он двинулся на город Реймс, который только что пал от рук русского корпуса Сен-Приста. В стремительном штурме Наполеон отвоевал город. Сам Сен-Прист был смертельно ранен, а его корпус был разбит. Тем временем на юге Шварценберг возобновил наступление, как только узнал, что Наполеон находится на севере. В тяжелых боях он отбросил Удино и Макдональда от реки Об. 5 дней спустя союзники отбили Труа, как только Макдональд отступил за реку Сену. Теперь, после 4 дней отдыха и реорганизации своей потрепанной армии, Наполеон снова шел на юг. Шварценберг, ободренный известием о поражении Наполеона под Лаоном, решил, что на этот раз он будет стоять и сражаться.
Наполеон наступал на Арси-Сюроб, игнорируя донесения о том, что противник не отступает, как он полагал, а собирается дать сражение. Когда начались тяжелые бои, Наполеон все еще верил, что ему противостоит только вражеский арьергард. Неприятно было узнать, что он столкнулся со всей мощью богемской армии. 28 тысяч человек против 80 тысяч. В отчаянных боях Наполеон лично собрал бегущие войска, подставив себя под вражеский огонь и потеряв под собой лошадь из-за разрыва снаряда. Но шансы на победу были невелики. В конце второго дня Наполеон был вынужден отдать приказ об отступлении. Наполеон считал, что его армия сейчас слишком слаба, чтобы напрямую сражаться с союзниками, поэтому он решил изменить стратегию. Он должен был выйти в тыл союзных армий, соединиться с некоторыми из своих изолированных гарнизонов и перерезать линии коммуникаций противника, вынудив его отказаться от наступления на Париж. Но союзники, до сих пор отстававшие на шаг от Наполеона, только что получили важнейшую информацию. Толейран, самый блестящий французский дипломат того времени, отличался своей ненадежностью. Он служил сначала французской монархии, потом революции и, наконец, Наполеону, пока в 1807 году он не поссорился с императором из-за внешней политики. Теперь он верил, что Наполеон ведет Францию к гибели, поэтому тайно планировал переворот. Из Парижа он написал русскому императору Александру в штаб союзников, сообщая последнему, что в столице поддержка Наполеона падает, а оборона города на данный момент не осуществляется. Он призвал союзников немедленно двинуться на Париж, не позволяя Наполеону отвлекать их. Информация Толейрана подтвердилась, когда союзники перехватили донесение начальника полиции Наполеона генерала Савари, предназначенного для императора. Казна, арсеналы и пороховые склады пусты. Мы полностью исчерпали наши ресурсы. Население обескуражено и недовольно, желая мира любой ценой. Когда Наполеон двинулся на Сен-Дизье, союзники послали генерала Винценгерода и 10 тысяч кавалеристов, чтобы преследовать его армию и прикрывать их собственные передвижения, а затем начался поход на Париж. В Фер-Шампен-Нуазе они столкнулись с корпусами Мармона и Мортье, движущимися на соединение с Наполеоном. Вся дивизия Национальной гвардии, 5000 человек, была практически уничтожена, так как маршалы потерпели сокрушительное поражение. Наполеон опасался, что падение Парижа станет смертельным ударом для его режима. Его политический авторитет может рухнуть, и это не позволит продолжить войну. Поэтому, получив известие о передвижениях союзников, он отказался от своих планов и приказал форсированным маршем вернуться в Париж, намереваясь лично возглавить его оборону. Жена и сын Наполеона были эвакуированы из столицы вместе с большинством его министров. Его брат Жозеф, бывший король Испании, отвечал за оборону города, но однако он практически ничего не сделал. Париж был наводнен слухами о предательстве и поражении. Мармон и Мортье смогли добраться до Парижа раньше союзников, присоединившись к гарнизону. Теперь он насчитывал 37 тысяч человек. В их числе были закаленные ветераны гвардии, но гораздо больше молодых призывников, в то время как треть из них были также и солдатами Национальной гвардии.
Союзники располагали 120 тысячами закаленных солдат за пределами города, а учитывая срочность взятия Парижа до того, как вмешается Наполеон, их элитные гвардейские и гренадерские дивизии должны были возглавить атаку. 30 марта они начали наступление с севера. Тяжелые бои бушевали в течение всего дня. Защитники города храбро сражались, нанеся наступающему противнику несколько тысяч потерь, но поражение было неизбежно. В ту же ночь, чтобы спасти Париж от разрушения, маршал Мармон согласился сдать город при условии, что гарнизону разрешат уйти с оружием. В доме инвалидов 71-летний маршал Серюрье наблюдал за сожжением 1400 флагов и штандартов, захваченных у врагов Франции, а также меча и пояса Фридриха Великого, чтобы они не попали в руки союзников. Наполеон находился всего в 24 километрах от Парижа, когда ему сообщили о капитуляции города. Он просидел, подперев голову руками, 15 минут. «31 марта 1814 года враги Франции вошли в Париж впервые после Столетней войны. Парижский народ приветствовал 3 союзных монархов, принесших мир. Все в Париже вдруг снова стали роялистами. Прежде всего, они приветствовали императора Александра, ныне провозглашенного спасителем Европы. Донские казаки расположились биваком на Елисейских полях. Союзные войска в целом вели себя хорошо. В 56 километрах отсюда в Фонтенбло расположился Наполеон с 36 тысячами человек. Все они были голодны и истощены после своего 160-километрового форсированного марша. Тем не менее, Наполеон начал планировать немедленное наступление на Париж. Но впервые он столкнулся с единодушной оппозицией со стороны своих министров и маршалов, включая Нея, Макдональда, Удино и Бертье. Они напомнили ему о его клятве действовать на благо Франции. Он обвинил их в нелояльности, действуя только для того, чтобы спасти себя. Ему сказали, что война проиграна, и он должен отречься от престола в пользу сына, если это возможно. 4 апреля маршал Мармон сдал весь свой корпус коалиции, который, вопреки желанию многих офицеров и солдат корпуса, был выставлен на вражеские позиции. Это было сокрушительным ударом по Наполеону и побудило союзников отклонить его предложение об условном отречении в пользу сына. Через 2 дня он отрекся от престола без всяких условий. Союзные державы провозгласили, что император Наполеон является единственным препятствием для восстановления мира в Европе. Император Наполеон, верный своей клятве, заявляет, что он отказывается для себя и своих наследников от престолов Франции и Италии, и что нет той личной жертвы, которую он не был бы готов принести в интересах Франции. Отречение Наполеона было официально оформлено договором в Фонтенбло, по которому ему было разрешено сохранить титул императора, стать сувереном небольшого острова Эльба и сохранить гвардию из 400 человек. Новости пришли слишком поздно, чтобы предотвратить нападение Веллингтона на Тулузу, что привело к дорогостоящему и бессмысленному сражению с более чем 7 тысячами жертв. В ночь после своего отречения Наполеон пытался покончить с собой, используя яд, который был приготовлен для него в России на случай пленения. Но яд разложился от долгого хранения, и он выжил.
2 недели спустя Наполеон простился со своей старой гвардией во дворце Фонтенбло и отправился в изгнание. Наполеоновские войны, бушевавшие на суше и на море в течение 11 лет, казалось, наконец закончились. Число погибших неизвестно, но историки подсчитали, что по всей Европе погибло от 2 до 3 миллионов человек. Большинство солдат умирало не в бою, а от болезней. Многие тысячи остались искалеченными и изуродованными. Большую часть этого периода Наполеон был хозяином Европы, навязывал договоры побежденным врагам, перекраивал границы, свергал старые режимы и создавал новых королей. Он был последней фигурой в истории, объединившей великую политическую власть с военным гением, по образцу Александра Македонского и Цезаря. Но, похоже, царствование Наполеона должно было закончиться полным военным поражением. Однако ссылка на Эльбу не пришлась Наполеону по вкусу. Менее чем через 10 месяцев он вернется во Францию, чтобы провести свою последнюю великую кампанию и попытаться отвоевать право на трон. Спасибо за просмотр. У нас появилась группа ВКонтакте, Твиттер и Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями.